Ребята, всем большущий привет! Дал я вам немножечко времени подумать, да и сам подумал над произошедшим. Что же здесь случилось? Совершенно непонятно. Есть, конечно, предположения, есть кое-какие мысли по этому поводу. Давайте разбираться. В прошлом видеоролике я учился летать на этом реактивном самолете и грохнул его со всей силы о посадочную полосу. Но это для тех, кто не видел. Оставлю, кстати, ссылочку в описании. Там это не очень хорошо видно, все это дело. Ну, можно оценить масштабы происходящего. Когда им управлял с помощью вот этой радиоаппаратуры, у меня отвалилась связь с самолетом. Пару минут летал совершенно нормально, но на развороте начал давать ручку на себя потихонечку. Даю, до полного уже дал. А самолет как летел под углом вниз, это было примерно градусов 20-25, так и вошел в землю. Попал, кстати, в середину полосы. Остались даже черкаши от самолета, от краски. Мы постарались все это дело собрать и привезли вот так вот, разложили в гараже. Смотрим, анализируем. Очень интересно здесь все. Самолет действительно был очень крепкий. Говорю, был. Жалко его, конечно, ребят. С этим самолетом очень много чего связано на канале. Но вот рано или поздно приходит всему конец. Причем, что характерно, я первый раз его поднимал в небо. До этого летал мой друг Виталик. Вот. И очень страшно было это делать, но на самом деле оказалось все легко и приятно. Самолет хорошо летел. Я тренировался, чтобы можно было в будущем безболезненно поднимать вот эту птицу в небо. То есть это были тренировочные полеты на реактивном самолете. Сделал 3 полета, и вот на 3-м произошло. Когда все это случилось, даже не описать эти эмоции. С одной стороны, можно подумать, что я мега сильно расстроился, но это только с одной стороны. На самом деле я очень сильно обрадовался, потому что это дело происходило на аэродроме. А это такое место, где стоит целая куча самолетов. Да, плюс там даже люди ходят, которые летают на этих самолетах, обслуживают их. Ну, то есть постоянно там идет какая-то движуха. И честно говоря, когда я увидел уже, что связь потерялась и самолет куда-то там с бешеной просто скоростью летит, это было километров 200, а то и больше. Он летел по наклонной, и там практически полный газ был, пока я его не убрал, но он быстро не останавливается. Это такой самолет с довольно большой инерцией и с хорошей аэродинамикой. Он летучий, летит очень долго. Вот. Когда я увидел, что идет просто на полосу, и никуда он потом не врежется, ни в ангар, ни в самолеты, ни тем более в людей, я в душе просто радовался, что это закончится все без всяких для меня последствий. Все будет хорошо дальше. Ну а это... Я это называю моделизм. Просто, друзья, те, кто когда-то занимался этим делом, знают, что постоянно что-то там отваливается. Особенно если на китайских каких-то запчастях это все сделать. Здесь сделано все на китайцах. На китайских машинках, на китайском управлении. Управление не подводило, и мне кажется, и в данном случае подвело не управление, а мой просчет. Раньше мы стартовали на 2 батарейках, которые вот где-то здесь стояли. К сожалению, их обнаружить не удалось. Куда-то они улетели. Ну, в общем, они были подсоединены в параллель и запитывали приемник. То есть с помощью этих аккумов управлялся весь самолет. Работали сервоприводы, которые отклоняли вот эти вот огромные элевоны. Довольно-таки много требуется на это энергии. И, видимо, из-за того, что я поставил одну батарейку, потому что выбрал самую сильную, я посчитал, что вторая, она уже сдохла, и поставил одну. Видимо, из-за этого она просто-напросто просела, хотя была заряженная, и самолет перестал управляться. Не хватило мощности приводов
просела батареечка, и все это дело потеряло управление и полетело в землю. А теперь такие вот последствия. Все поотклеивалось. Килечки теперь выглядят вот так. Отклеился от пенопласта стеклопластик. Ну вот здесь карбоновый носик остался. Кстати, пробовал ломать карбон, который в этом самолетике присутствует в небольших количествах. Ну вот как вот эта палка, например. Слушайте, сделано на ED20, но очень жестко все получается. То есть он уже так хорошенечко укрепился за годы нагревов, охлаждений. Ну, то есть эпоксидочка, она со временем крепчает. И в итоге и углепластик жесткий получается. Ну, как бы вот сломать нереально. Хотя оно не такое уж тут оно и толстое. Все это дело. Это плюс. То есть даже в этом плане я пытаюсь какие-то плюсы находить. Потому что я понял, что мой стеклопластик, углепластик довольно-таки прочный. Сделанный на ED20. ED20 можно легко купить и делать все эти вещи. Обратите, кстати, внимание, с этого отсека при ударе поотлетало абсолютно все. Здесь была куча всяких разных перегородок из фанеры, которые крепили разные важные части самолета, такие как батареи, приемник. Ну, хотя приемник он вот здесь до сих пор так и крепится. Ну, вот эта вот штука тоже, фанера вот эта отлетела, отвалилась. Вот она вся мочмала. Провода для работы с двигателем. Кстати, мы еще сейчас посмотрим, что там с двигателем. А это очень печально, ребят. На самом деле, что там с ним. Ну, а вот так выглядит передняя стоечка шасси. Она, в общем-то, почти выжила, хотя немножечко согнулась. О, даже проворачивается. Надо же. Не ожидал. Здесь вот видно счесало. Жестко алюминий. Господи, зачем надо было накручивать столько болтов? Сейчас вообще делаю по другой технологии. Вообще без болтов. В 2 раза легче. Ну вот когда-то хотелось сделать так. Так, идем дальше. Бачок. Вот он красавец, он тоже пострадал. Вытекло все топливо. Бачок самодельный, сделан из стеклопластика. Ну, вот эта резинка выдержала, хотя она иногда рассыхается. Минус бачок, минус нос самолета. Даже вот эту штуку разорвала, переднюю крышку. Ну так она, в общем-то, вроде бы почти целая. Из интересного, смотрите, красота какая. Хоть в рамочку вставляй. Как-то четко обозначился номер самолета. Могло бы как-то лопнуть оно и в другом месте, поперек, например, или еще как-то, а так вон вообще. Это, конечно, удивило больше всего. Так, задняя стоечка шасси, ее погнуло. Алюминий здесь 10 мм толщиной, но это не дюраль, она гнется, можно выровнять обратно. И в принципе, хоть сейчас ставь на самолет. Видите, какое мощное крепление делал. Внутри бабышка из липы, притянута болтом от Audi. Вот. Ну вот, в общем-то, оно осталось в липе. А вторая стойка так вообще на самолете осталась. Ну, видимо, не было касания, и ее не оторвало. Все тут позамяло, крылышко. Вот это вообще-то почти целая деталь. Немножко лишь петли оторвало. Даже целая серва. Ну, вторая серва не выжила. Вырвала вал у сервомашинки. Качалка только целая осталась. И тяги целые. Тяги были сделаны довольно-таки прочными. Как я смотрю, раз выжили. И там причем. Плавненько подходим к двигателю. Так вроде бы все показал. Двигатель у нас находится вот здесь.
И смотрите, какая тут жесть происходит. От удара вылетел моторчик стартера. Это клапан мой. Я тюнинговал двигатель. Просто с насосом, который здесь имеется, вот который там внутри стоит, этот двигатель не хотел запускаться. А так как его никак нельзя подстраивать под насос программно, пришлось вот как-то механически это все дело подстраивать. Сейчас вытащу движок, рассмотрим повнимательнее. Вообще чувствую, будет интересный контент с этим двигателем, потому что смотрите, что здесь произошло. Вот эта штука стоит, по-моему, $3500. И похоже, что ей пришел такой небольшой капец. Видите, как оно промяло реактивный двигатель. Это самый мощный мой реактивный двигатель. Его я хотел ставить на коршуна. Ну, видимо, уже не судьба. Хотя посмотрим, может быть, он подлежит восстановлению. Я хочу разобрать, посмотреть, что там внутри. Может быть, не все так плохо. Но пока что на данный момент ничего утешительного сказать не могу, потому что движок заклинивший. При ударе он имел кое-какие обороты. И вот он с такими хрустами, с большим усилием. А, все, уже даже тут вот. О! Ну, короче говоря, заклинило его. Надо смотреть, разбирать, разбираться. Думаю, сниму даже отдельный видеоролик на эту тему. Вот, и пытаться восстанавливать. Ну, все как обычно. У нас на канале ломаем, восстанавливаем. Опять ломаем. Вот моторчик, видите, не имеет вала. Вал отвалился. Ну, это вообще печально, если честно. Потому что этот движок можно только так стартовать. Программно. Блин, печально. Да, ребят. Я надеялся, что он вообще вылетел, представляете, от удара. Ну, я надеялся, он целый. Я там увидел его. А он вот такой вот. Интересно. Где там цанга, которая отвалилась? Есть ли она? Или ее больше нет? Вот. Доска с мозгами. Она здесь. Вот она. А где там эта цанга, непонятно. Может, она вообще вот в эту дырку выпала, да и все. И надо искать. Есть вот репях только. Блин. Так, ребята, ну на самом деле все это фигня. Все ерунда. Будем двигаться дальше. Ни в коем случае при даже таких серьезных обстоятельствах не стоит унывать. На самом деле все хорошо, все отлично. Будем чинить, ремонтировать, строить новое. Это будет стимулом двигаться дальше. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. И свет вырубили. Четко вообще. Ну ладно. Все, всем пока, ребят. Вот так у нас выключают свет в 9 вечера. Хотя, кстати, мы попросили до 10 продлить. Все, пока.